Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать вот такую вот невероятную красоту. Это может быть как небольшой мотивчик, так и, допустим, коврик, либо же сидушка, наволочка. То есть все зависит от того, сколько рядов вы провяжете. Вязание у нас будет состоять из двух частей. Первая часть — это вот этот вот квадрат, который мы также можем провязать любого размера. И вторая часть — это провязывание вот таких вот красивых элементов. Они относятся друг к другу. В процессе работы вы поймете, о чем я говорю. Для вязания я буду использовать 3 цвета пряжи и крючок, который подходит к размеру моей пряжи. У меня это крючок 2,75. Провязывать мы с вами будем 2 ряда одним цветом, 2 ряда одним цветом и так далее. Начинаем наше вязание с кольца амигуруми или скользящей петли. Набрасываем ниточку на 2 пальчика, делаем еще один оборот. Теперь между двумя нитками заводим крючок, вытаскиваем петлю и аккуратно снимаем с пальчиков. Провязываем 3 воздушные петли, которые служат нам первым столбиком с накидом. Теперь в колечко вяжем второй столбик с накидом и третий. У нас получилась связка из 3 столбиков с накидом. Дальше провязываем 3 воздушные. И теперь в колечко вяжем еще 3 столбика с накидом. Первый столбик, второй, третий. Вот наша вторая связка из 3 столбиков. 3 воздушные. И еще 3 столбика с накидом в колечко. Первый столбик, второй, третий. Вот она, третья связка из 3 столбиков. Теперь 3 воздушные. В колечко еще 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. Затягиваем наше колечко. Провязываем последние 3 воздушные. И теперь во второй столбик, в вершинку, под 2 стеночки петли соединительной присоединяемся. Переходим соединительной в следующую петельку и под цепочку. Провязываем 3 воздушные петли, как первый столбик с накидом. Теперь сюда же в уголок вяжем второй столбик с накидом и третий. 3 воздушные. И теперь опять в этот же уголок провязываем 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. Переходим к следующему углу. Провязываем 3 столбика с накидом. Три воздушные. И сюда же в уголок 3 столбика с накидом. Первый столбик, второй и третий. И теперь сразу переходим к вязанию следующего угла. И точно так, как мы с вами провязали вот эти 2 угла, провязываем еще 2. Итак, вот мы провязали с вами 4 угла. Теперь во вторую петельку, во второй столбик соединительной присоединяемся. Переходим соединительной в следующую петельку. И теперь смотрите, я буду менять цвет. Мне нужно вот сюда под арочку завести крючок. Захватываем новый цвет и протягиваем. Дальше провязываем 3 воздушные. Это наш первый столбик с накидом. Теперь сюда же в уголок вяжем второй столбик с накидом, третий, 3 воздушные. И опять в уголок сюда вяжем 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. Переходим вот сюда к промежуточному нашему вот этому углу, точнее к промежуточному элементу вот этому. Вот наши 2 угла, вот промежуток. И в него вяжем столбик с накидом. Дальше делаем 2 накида на крючок.
И опускаемся вот сюда, на ряд ниже. И вот первый столбик, вот второй. За второй вот таким вот образом заводим крючок и провязываем, вытаскиваем и провязываем столбик с двумя накидами. И теперь сюда же в этот же промежуток вяжем еще один столбик с накидом. Переходим к углу. Уголок провязываем 3 столбика с накидом. 3 воздушные. И сюда же 3 столбика с накидом. Теперь повторяем с вами вот этот элемент, так как вязали вот этот промежуток. Провязываем столбик с накидом в промежуток. Делаем 2 накида на крючок, опускаемся на ряд ниже и за второй столбик провязываем столбик с двумя накидами. И теперь еще один столбик с накидом в этот же промежуток. Дальше у нас вновь идет угол. В угол провязываем 3 столбика. Три воздушные. И сюда же 3 столбика. И по такому принципу, как мы с вами провязали эту и эту сторону, провязываем здесь и здесь. Дошли мы с вами до конца ряда. Во второй столбик, в вершинку под 2 стеночки соединительные присоединяемся. Переходим в следующий столбик соединительный и в следующую вот эту вот точку, в уголок соединительный. Провязываем 3 воздушные петли. Это наш первый столбик с накидом. Теперь сюда же вяжу второй. Сюда же третий. 3 воздушные. И теперь в уголок провязываю 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. Теперь вот в эти окошки, в эти промежутки буду вязать так, как вязала вот в этот промежуток. То есть вяжу 1 столбик с накидом, делаю 2 накида на крючок и опускаюсь ниже на ряд. И за второй столбик, вот этот беленький, провязываю столбик с двумя накидами. Теперь в этот же промежуток вяжу еще 1 столбик с накидом. Видите, мы повторили такой же элемент. Теперь в следующее окошко провязываем столбик с накидом, 2 накида на крючок, опускаемся на ряд ниже, за второй столбик провязываем столбик с двумя накидами. И теперь в этот же промежуток, сюда же, куда только что вязали первый столбик, вяжем еще 1 столбик с одним накидом. Уголок вяжем, как обычно, 3 столбика с накидом. Три воздушные. И сюда же в уголок 3 столбика с накидом. Теперь будем повторять нашу вот эту сторону. Опять вот промежуток первый, в него вяжем столбик с накидом. 2 накида на крючок, опускаемся на ряд ниже, за второй столбик провязываем столбик с двумя накидами. И в этот же промежуток вяжем столбик с одним накидом. В следующий промежуток вяжем столбик с накидом. 2 накида на крючок, опускаемся на ряд ниже и за второй столбик провязываем столбик с двумя накидами. И еще в этот же промежуток вяжем столбик с одним накидом. Дальше угол. Провязываем, как обычно, 3 столбика с накидом, 3 воздушные и сюда же 3 столбика с накидом. И по такому принципу, как мы с вами провязали эти две стороны, провязываем оставшиеся. Дошли мы с вами до конца ряда. Теперь во второй столбик, в вершинку соединительные присоединяемся. Переходим соединительной в следующую петлю и переходим соединительной другим цветом. Я перейду белым, тем, который мы вязала,
серединку, переходим соединительной в угол. Дальше провязываем 3 воздушные петли. Это наш первый столбик с накидом в уголок. Провязываем второй, третий. Дальше 3 воздушные. И сюда же в угол 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. Дальше вяжем следующее окошко. Вяжем столбик с накидом. Делаем 2 накида на крючок. Опускаемся на ряд ниже. И провязываем под второй столбик. Провязываем столбик с 2 накидами. Теперь 1 столбик с накидом сюда же в это же окошко. Дальше в следующее окошко вяжем столбик с 1 накидом. 2 накида на крючок. И теперь под вот этот вот длинный столбик провязываем столбик с 2 накидами. И в это же окошко еще 1 столбик с 1 накидом. В следующее окошко вяжем столбик с накидом. 2 накида на крючок. Опускаемся на ряд ниже. И за второй столбик провязываем столбик с 2 накидами. Делаем накид на крючок и 1 столбик с 1 накидом провязываем в окошко. В уголок провязываем, как обычно, 3 столбика с накидом, 3 воздушные, сюда же 3 столбика с накидом. И теперь будем повторять нашу сторону. То есть смотрите, мы провязали угол, сторона, угол, опять сторона, угол, сторона, угол, сторона. То есть точно так, как мы с вами провязали эту сторону и эти уголки, мы провязываем так до конца квадрата. В конце ряда, как обычно, во второй столбик соединительно переходим, в следующий столбик переходим соединительно и в уголок переходим соединительно. 3 воздушные, которые служат первым столбиком с накидом. Сюда же вяжем второй столбик, третий, 3 воздушные. И теперь сюда же в угол вяжем 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. Теперь смотрите, сразу после угла и перед следующим углом, вот в эти промежутки, мы всегда будем вязать столбик с накидом. Дальше столбик с 2 накидами будем вязать под второй столбик. И теперь сюда же столбик с 1 накидом. И до, вот получается, до следующего угла, вот перед ним промежуток, мы будем вязать столбик с накидом. И столбик с 2 накидами будем вязать вот под длинный столбик. Сюда же столбик с 1 накидом. Столбик с накидом. Столбик с 2 накидами под длинный столбик. Сюда же столбик с накидом. И вот перед углом промежуток, вот он уголок, вот промежуток. Сюда вяжем столбик с накидом, столбик с 2 накидами под второй столбик на ряд ниже. И сюда же столбик с 1 накидом. В уголок, как обычно, провязываем 3 столбика с накидом, 3 воздушные, 3 столбика. И по такому принципу мы провязываем оставшиеся стороны. В конце ряда мы вновь с вами во второй столбик присоединяемся, переходим в соединительный в следующий столбик и соединительный переходим в уголок. Здесь меняем цвет. Смотрите, следующие 2 ряда будем вязать по тому же принципу, что и предыдущие. 3 воздушные, как столбик с накидом, в уголок провязываем второй столбик, третий, 3 воздушные. Сюда же в угол еще 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. Теперь в промежуток от угла будем вязать
столбик с накидом. И теперь столбик с двумя накидами во второй столбик на ряд ниже. И сюда же еще столбик с накидом. А дальше вяжем столбик с накидом и столбик с двумя накидами под длинный наш столбик предыдущий. И сюда же еще раз столбик с накидом. И повторяем. Дошли до промежутка, который перед углом, и в него вяжем столбик с накидом и столбик с двумя накидами провязываем под второй столбик на ряд ниже. И еще сюда же столбик с накидом. Угол, как обычно, вяжем 3 столбика с накидом, 3 воздушные и 3 столбика с накидом. И по такому принципу провязываем оставшиеся стороны. Дошли мы с вами до конца ряда, и следующий ряд провязываем точно так же, как предыдущий. То есть мы присоединяемся и по тому же принципу, как вязали предыдущий ряд, провязываем следующий. Итак, дошли мы с вами до конца ряда. Во второй столбик соединительный присоединяемся. В следующий столбик соединительный переходим. И в следующий уже переходим новым цветом. Смотрите, вообще при желании вы можете провязать таким образом любого размера квадрат, а потом уже приступать к другой обвязке. Самое главное, смотрите, у нас вот здесь вот посерединке есть квадрат. И вот, сейчас, секундочку. И вот если смотреть, вот видите, у нас было 3 столбика, 3, 3, 3. И из каждого столбика, с каждой связки, со второго столбика у нас вот идет удлиненный столбик, и он идет, идет, идет и идет. Самое главное, чтобы у вас на последнем ряду вот здесь вот был промежуток над вот этим вот столбиком. То есть, вот давайте я сейчас прикреплю сюда маркеры, и вы поймете, о чем я говорю. Вот промежуток. Вот у нас, видите, отсюда идет с середины. Теперь следующий смотрим. Вот отсюда, с середины, и вот здесь вот у нас промежуток. То есть у вас ряд должен закончиться, чтобы вот здесь был у вас промежуток именно над серединкой. Находим вот следующий. Крепим маркер. И вот последний. Вот. А по сути этот квадрат может быть любого размера. Когда вы провяжете нужный вам размер, ориентируйтесь на то, чтобы у вас вот здесь вот над центром каждой стороны у вас был промежуток. И теперь начинаем вязать дальше. Провязываем одну воздушную петлю и сюда в уголок вяжем столбик без накида, 1 воздушная и сюда же столбик без накида. И теперь будем с вами вязать столбиками без накида до вот этих пор. То есть вот у нас промежуток, и с этой стороны у нас должна остаться связка из 3 столбиков не провязана, и с этой. Давайте сейчас посчитаем, чтобы вы поняли точно. Провязываем первый столбик, дальше второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. В моем случае это 9 столбиков. Если вы вязали больше квадрат, значит будет большее количество столбиков. Самое главное, вот у вас центр, и вот здесь должно остаться 3 свободных петли. Теперь в этот центр, давайте снимем маркер, чтобы было удобно вязать. Мы вяжем столбик с накидом. Дальше делаем 2 накида на крючок. Опускаемся под вот этот длинный столбик на ряд ниже. Провязываем столбик с 2 накидами. Теперь в эту же точку вяжем столбик с 1 накидом. 3 воздушные.
В эту же точку столбик с накидом, 2 накида на крючок, опять под этот же столбик вяжем столбик с 2 накидами. И теперь в эту же точку вяжем еще один столбик с накидом. Вот что должно получиться. И теперь с этой стороны, от вот этого большого такого элемента, у нас также должно остаться вот это вот, должна остаться не провязана вот эта связка из 3 столбиков. То есть мы раз, два, три пропускаем, а дальше до угла вяжем столбики без накида. И вот когда мы дошли с вами до угла, мы его провязываем точно так же, как здесь. То есть вяжем столбик без накида, 1 воздушная и сюда же столбик без накида. И повторяем нашу сторону. По такому принципу провязываем все оставшиеся 3 стороны. Вот, смотрите, что у нас получилось. Дошли мы с вами до конца ряда. И теперь присоединяемся соединительной в первую нашу петельку. И давайте начнем с угла. Вот здесь вот, где у нас была воздушная петля, мы в уголок также соединительно переходим, провязываем воздушную, сюда в уголок вяжем первый столбик без накида, воздушная петля, и сюда же в уголок второй столбик без накида. Дальше мы с вами будем провязывать все вот эти вот столбики. Также провязываем их столбиками без накида. Вяжем первый, второй и так далее. Дошли мы с вами вот до нашего вот этого элемента. И теперь вяжем в серединку столбик с накидом. Делаем 2 накида на крючок. И вот так вот, как вам сказать, под центр, скажем так, заводим крючок и провязываем столбик с 2 накидами. Теперь вот сюда под арочку вяжем столбик с 1 накидом. Дальше 3 воздушные. Теперь сюда же под арочку столбик с 1 накидом. 2 накида на крючок. Опять вот сюда вот под низ вяжем столбик с 2 накидами. И теперь под арочку еще вяжем 1 столбик с накидом. По факту мы с вами повторили предыдущий вот этот элемент. Теперь находим наш вот этот первый столбик без накида и в него начинаем вязать. И вяжем так до угла, провязываем столбики без накида, в каждую петельку по 1 столбику. Дошли до угла, там, где у нас была воздушная петля, вот в этот уголок, под воздушную петельку провязываем столбик без накида, 1 воздушная и сюда же столбик без накида. И по такому принципу, как провязали эту сторону, провязываем оставшиеся 3. Дошли мы до конца ряда, теперь соединительной в первую петлю присоединяемся, переходим соединительной в наш уголок, провязываем воздушную, в угол вяжем столбик без накида, воздушная, сюда же столбик без накида. Теперь провязываем первый столбик, второй, третий. И так, пока у нас вот здесь не останется 3 свободные петли. 4, 5, 6, 7 и 8. Вот у нас осталось 3 свободные петли. В окошко вот сюда вяжем столбик с накидом. Теперь под столбик белый провязываем столбик с 2 накидами. Теперь в это же окошко вяжем столбик с 1 накидом. Сюда в вершинку вяжем, как и в прошлый раз, столбик с накидом, 2 накида на крючок, под нижнюю планку провязываем столбик с 2 накидами, в окошко столбик с накидом, 3 воздушные, сюда же в окошко столбик с накидом, столбик с 2 накидами под планку,
столбик с одним накидом в окошко. Теперь вот сюда, в следующее окошко провязываем столбик с накидом, 2 накида на крючок, и под белый столбик вяжем столбик с 2 накидами. В это же окошко вяжем столбик с одним накидом. Теперь пропускаем 1, 2, 3, в четвертую начинаем вязать. Провязываем первый столбик, второй, и так пока не дойдем до угла. В уголок вяжем столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида. И по такому принципу провязываем оставшиеся 3 стороны. Все, провязали до конца ряда, соединительной присоединяемся, переходим в уголок соединительный, провязываем воздушную, в угол вяжем столбик без накида, воздушная петля, сюда же в угол столбик без накида. Теперь мы должны провязать все вот эти петли столбиками без накида. Теперь не вот в этот промежуток, а вот в этот мы провязываем столбик с накидом. Теперь делаем 2 накида на крючок и провязываем столбик с 2 накидами под белый столбик. Теперь провязываем сюда же столбик с одним накидом. Вот этот угол провязываем, как и в прошлый раз, столбик с накидом, столбик с 2 накидами под нижнюю планку, теперь столбик с накидом в окошко, 3 воздушные, столбик с накидом в окошко, столбик с 2 накидами под нижнюю планку, теперь столбик с накидом под воздушные петли. Переходим к вот этому окошку, сюда провязываем столбик с накидом, столбик с 2 накидами провязываем под белый столбик, столбик с накидом вяжем в окошко. Теперь провязываем вот все вот эти наши столбики без накида столбиками без накида до угла. В уголок вяжем столбик без накида, воздушная, и сюда же в уголок вяжем столбик без накида. И по такому принципу провязываем оставшиеся 3 стороны. Дошли мы с вами до конца ряда, присоединяемся соединительной, переходим в уголок соединительный. И теперь будем вязать по принципу вот этих 2 рядов. То есть первый ряд мы будем вязать, чтобы оставалось у нас 3 свободные петли. И будем начинать вязать вот с первого промежутка, потом второй, угол и так далее. А второй ряд будем вязать точно так же, как вязали вот этот вот второй. То есть все столбики без накида будем провязывать. Ну и дальше согласно схеме. Давайте провяжем вместе еще пару рядов, чтобы было более понятно. Провязываем воздушную. И теперь в уголок вяжем столбик без накида, воздушная, и сюда же столбик без накида. Теперь провязываем с вами все столбики без накида, кроме вот этих последних 3. Теперь, когда у нас осталось с вами 1, 2, 3 свободных столбика, в первое окошко мы провязываем столбик с накидом, 2 накида на крючок и провязываем столбик с 2 накидами под белый столбик. И теперь еще один столбик провязываем в это же окошко. Следующее окошко опять провязываем столбик с накидом, 2 накида на крючок и под столбик провязываем столбик с 2 накидами. Дальше провязываем столбик с одним накидом в окошко. В вершину провязываем точно так же, как вязали в прошлый раз. Столбик с накидом, дальше столбик с 2 накидами
под низ. Теперь столбик с накидом опять сюда в арочку, 3 воздушные, сюда же столбик с накидом, столбик с 2 накидами под нижнюю планку нашу, столбик с накидом под цепочку. Теперь в следующее окошко вяжем столбик с накидом, столбик с 2 накидами под наш длинный столбик, столбик с накидом сюда же, в это же окошко. Опять столбик с накидом в следующее окошко, столбик с 2 накидами под длинный столбик, столбик с 1 накидом в окошко. Здесь пропускаем 1, 2, 3, в четвертую начинаем вязать столбики без накида и провязываем так до угла. И в угол провязываем столбик без накида, воздушная, столбик без накида. И по такому принципу провязываем оставшиеся стороны. Дошли мы с вами до конца ряда, соединительные присоединяемся, переходим в уголок. И смотрите, следующий ряд белым цветом будем вязать по тому же принципу, как вязали второй ряд желтым цветом. То есть вяжем воздушную и в уголок провязываем столбик без накида, воздушная петля, сюда же в уголок столбик без накида. Теперь все петли провязываем столбиками без накида. Вот эти вот. Точно так же, как мы вязали вот второй ряд желтым цветом. Здесь точно так же в первый промежуток мы пропускаем, начинаем вязать сразу во второй. Провязываем столбик с накидом. Под желтый столбик вяжем столбик с 2 накидами. Столбик с накидом в окошко. В следующее окошко вяжем столбик с накидом, 2 накида на крючок, под желтый столбик провязываем столбик с 2 накидами, столбик с накидом в окошко. Вот сюда вяжем точно так же, как обычно вязали все предыдущие ряды. Я не буду сейчас показывать, то есть повторяем точно так же, как вязали здесь, здесь и раньше. Так, а теперь провязываем вот эти окошки. Точно так же, как обычно, столбик с накидом. Дальше под длинный столбик провязываем столбик с 2 накидами. Теперь сюда же в окошко еще столбик с накидом. Теперь в следующее окошко столбик с накидом. Столбик с 2 накидами под длинный столбик. Столбик с накидом сюда же. Теперь провязываем все вот эти вот столбики до угла. А в уголок вяжем столбик без накида, воздушная петля и сюда же столбик без накида. И по такому принципу провязываем до конца ряда. Итак, вот мы с вами дошли до конца ряда, и теперь по этому же принципу, как мы с вами вязали эти 2 ряда, эти 2 ряда, я провяжу еще 2 ряда красным цветом. То есть первый ряд я провяжу, чтобы у меня осталось здесь 1, 2, 3, 4 свободные петли. С этой стороны в четвертую, вернее 3 свободные, в четвертую буду вязать. И точно так же с этой стороны у меня будет 1, 2, 3, в четвертую буду вязать столбики без накида. И начинать вязание я буду вот сюда, вот в первый промежуток. И дальше поехала второй, третий, вершинка, так как мы вязали. И опять первый, второй, третий. Здесь пропускаю 1, 2, 3, 4, четвертую вяжу. И потом следующий ряд, второй красным цветом, я буду вязать, провязывать все столбики столбиками без накида. И сразу начинать вязать не в промежуток, вот этот вот первый, который будет, а сразу вот сюда во второй промежуток. Ну и дальше по схеме. Итак, вот я провязала еще 2 красных ряда. Однако обратите, пожалуйста, внимание, если изначально вот этот квадрат вы вязали больше, вот до тех пор, пока у нас не пошли столбики без накида, если вы вязали его больше, соответственно, вот эти элементы у вас также должны быть больше. Как ориентироваться? Очень легко, особенно если вы вяжете по 2 ряда, одним цветом 2 ряда. Вот смотрите, первый, второй ряд у нас были белым цветом.
Здесь первый, второй белым цветом. Потом желтый 2 ряда, желтый 2 ряда, белый 2 ряда, белый 2 ряда, красный, красный. И если этих рядов у вас больше, соответственно, и этих будет больше. И когда вы уже провязали в соответствии с тем, какой у вас размер, необходимо еще провязать несколько рядов, чтобы закрыть наш квадрат. Итак, для этого мы с вами вот соединительно присоединяемся в уголок, именно в уголок. Провязываем одну воздушную. И смотрите, вот первый столбик, который был провязан в угол. В него мы вяжем столбик без накида. Раз. В следующую петельку. 2, 3, 4, 5. И теперь у нас здесь осталось 1, 2, 3 петли. Провязываем в первый промежуток столбик с накидом, столбик с 2 накидами и столбик с накидом сюда же в промежуток. Теперь, так как вязали предыдущие ряды, провязываем вот эту вот часть. Точно так же. Итак, провязали. Теперь здесь отсчитываем 1, 2, 3 в 4 петлю. Вяжем первый столбик без накида, второй, третий, 4, 5 и 6 столбик мы вяжем в уголок. И теперь опять смотрим, отсчитываем 1, 2, 3, 4. У нас здесь должно быть провязано 1, 2, 3, 4, 5. То есть угол у нас 1 петля и 5 петелек с каждой стороны. Провязываем первый столбик, второй, третий, 4, 5. 3 петли, опять повторяем вот эту вот часть. То есть смотрите, мы с вами немножечко поменяли угол. Мы провязываем 5 петелек до угла, 1 петлю в угол, без всяких воздушных, без ничего, 1 петельку в угол и 5 после. Все, больше никаких изменений нет. Провязываем так все стороны. Дошли мы с вами до конца ряда, соединительной присоединяемся, провязываем воздушную. Теперь в эту же петлю вяжем столбик без накида. И теперь столбиками без накида провязываем вот до этой точки. Ну, вот до этой. Сюда уже будем вязать. Так, теперь смотрите. Вот в это окошко мы не вяжем, начинаем вязать сразу в следующее. И вяжем точно так же по схеме, как вязали раньше. Провязываем так весь наш угол. Вот до сюда. То есть последнее, куда мы должны будем провязать, это вот в эту точку. Итак, вот мы с вами провязали вот этот промежуток, вот этот уже не вяжем и переходим к столбикам без накида. И теперь провязываем столбиками без накида до нашего вот этого следующего элемента. И теперь опять повторяем вот этот наш элемент. Дальше опять провязываем все столбиками без накида. Опять вот этот элемент. И так провязываем весь наш квадратик. Дошли до конца ряда, соединительные присоединяемся, провязываем воздушную. И смотрите, нам нужно провязать сейчас, чтобы вот здесь осталось 2 свободные петли. Вяжем в ту же петлю, в которую присоединились. И дальше провязываем столбики, пока у нас вот здесь вот не останется 2 петельки. 2 петельки осталось, и в первое окошко начинаем вязать узор. Провязываем столбик с накидом, столбик с 2 накидами здесь, то есть, ну, вяжем как обычно, по тому же принципу. Все, провязываем так эту часть и эту до вот этих пор. Дошли до конца нашего вот этого элемента. И теперь здесь опять пропускаем первую, вот первую, вторую, в третью будем вязать. Провязываем
столбики без накида, пока у нас вот здесь не останется 2 петельки свободные. Все, здесь 2 петли свободные остались, и в первый уголок начинаем вязать узор. Точно так же, как вязали раньше. И все, по такому принципу провязываем с вами до конца квадрата. Дошли мы с вами до конца ряда. Соединительной присоединяемся. 1 воздушная. И теперь в эту же петлю вяжем столбик без накида. И теперь в каждую петельку мы будем провязывать по столбику без накида, пока не дойдем вот до вот этой точки, до угла, там, где у нас было 3 воздушные петли. А так просто в каждую петлю, в каждый столбик вяжем столбик без накида. Дошли до угла, и здесь, где угол у нас было 3 воздушные петли, значит сюда мы провязываем 3 столбика без накида. И продолжаем дальше вязать столбиками без накида, пока не провяжем весь квадрат. Смотрите, дошли мы с вами до конца ряда, и следующий ряд мы будем вязать таким образом. Давайте соединительно присоединимся, провяжем воздушную. И теперь вот эту вот часть до первых вот этих столбиков с накидом, вот если вот так вот опуститься, вот, мы будем провязывать столбиками без накида. А теперь смотрим. Вот, вот он наш был столбик с накидом вот здесь, над ним вот он столбик без накида, а в него мы вяжем полустолбик с накидом. И все, и теперь провязываем полустолбиками каждую петельку. Пока не дойдем с вами до вот этого столбика. То есть вот с этой стороны до вот этой. То есть вот эту вот часть мы с вами провязываем. Вот если вот так вот смотреть по вот этим вот столбикам, мы провязываем полустолбиками с накидом. Все остальное, то есть вот эти вот пространства, будем вязать столбиками без накида. Я сейчас провяжу до вот этой точки и покажу дальше. Все, когда провязали угол, дальше начинаем вязать до следующего вот этого, до следующей вот этой связки из 3 столбиков. Начинаем вязать столбики без накида. То есть здесь все просто. Вот эти части мы провязываем полустолбиками с накидом, а вот эти части мы провязываем столбиками без накида. Все. Все, довязала я до конца ряда. Вот, край получился вот такой вот. Если хотите, можете провязать еще столбиками без накида. Я не буду, мне достаточно. И вот такая вот шикарная красота у нас получилась с вами. Надеюсь, что у вас тоже все вышло. Если это так, тогда ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать мои дальнейшие мастер-классы. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.